пробираемся по переулкам Централа на острове Гонконг. И я вот хочу проверить себя, помню ли я бар, в котором я был на выходных. И, внимание, да, я помню. Черная дверь, ничего не написано. Здесь офигенский бар. Если идешь по городу, встал, жарко, то можно встать и помолиться. А вообще я люблю Гонконг за то, что он кривой, непонятный и прям вот такой вот. Ребят, мы пришли на улицу, где больше всего кальянных на острове Гонконге, вернее, в районе Централа. Мы сядем, покурим кальянчика, и я вам расскажу про все тачки, которые у меня были. Моя первая машина – это Honda Civic. Я ее купил в Китае, новой. Производство она была компании Dongfeng Honda, китайской сборки. И эта машина была одной из в первой сотни, которая была продана в Китае. Я ее прям долго очень ждал. Заказал прям новенькой в синем цвете, заказал сразу же обвес заводской и заказал диски кованые из России, 16-е, но кованые, прям такие, не очень красивые, но очень легкие. Сразу же поменял на ней резину на Тойо, такую мягкую и дождевую, что в Гуанчжоу, когда я тогда жил в Гуанчжоу. Гуанчжоу — это город, в котором вечное лето, но есть 2 сезона дождей. То есть, когда ты выходишь на улицу, а там уже воды по колено. Хотя там 10 минут назад дождем и не пахло. Вот. И это была моя первая машина, на которой я начал... и первая машина, и это была машина, на которой я дико гонял. Мне получалось всех наказывать, потому что у меня была самая лучшая резина. Все очень просто и понятно. Ездил на этой машине где-то года 4. И закончил она свою жизнь в дикой аварии. Я ехал на гонку в Чжухай. Это была гонка, на самом деле, моего тренера. И у меня полный багажник был всяких футболочек, зонтиков, брелочков и всякой фигни. Я спешил и ввязался в такую борьбу с гонконгскими машинами, всякими Феррари, Ламборгини, Порше, которые по-настоящему ехали на гонку, на настоящую гонку, да. Ну и я на своем Сивике решил, что я тоже Шумахер, там, Хэмилтон, кто-то еще. И на скорости выше 200 км в час я потерял управление, снес там метров 60, может 30, не знаю, забора, и машина ушла в полное списание. В моей памяти эта машина осталась идеалом соотношения цены и качества. То есть она отъездила на все свои деньги, но на каждую копеечку. Вот. И если бы я ее не разбил, я думаю, я на ней ездил бы, пока она не умерла бы. Что интересно, что китайцы, которым я ее сдал в утиль, ее восстановили. И после этого даже показали, смотри, она может ездить, хотя ехала она уже не прямо, а немножко бочком. Следующим моим автомобилем в Китае была также Honda гуанчжоуского производства. Это была Honda Odyssey. 7-местная такая классная тачка с двигателем уже 2.4, то есть мощности там было намного больше, чем в Civic. Хотя веса тоже, поэтому на самом деле они были очень похожи по динамике, но Odyssey это была супер крутая тачка, потому что помещались все клиенты, все вещи, весь товар, не знаю, все что угодно. Она была просто безразмерная. И эту тачку я уже начал тюнинговать. Я подобрал для нее обвес, то есть она была низкая такая, завешенная. Поменял подвеску, и она стала дико низкой. То есть я цеплял все бордюры, въезды на парковки. В общем, это была головная боль, но которая выглядела очень круто. Примечательно, что я в ней тоже попал в аварию. Как-то выходя из клуба, полная машина девчонок, мальчишек, я выехал с парковки и въехал просто лоб в лоб в таксиста. Я, естественно, был очень пьяным, но в те времена в Китае можно было пить. Я сразу же бросил машину, поехал домой, выспался, утром приехал в полицию, сказал, плохо стало, не знаю. Они говорят, а тест на алкоголь проходил? Я говорю, не помню. Он говорит, давай сейчас пройдешь. Прошел, все нормально, не пьяный, все хорошо. И эта Honda, у меня она осталась в памяти как супер комфортный автомобиль за свои деньги и автомобиль, который меня ни разу не подвел ни в какой ситуации. Хотя у меня была такая штука, что я подал в
такие ямы, в которых ну, люди оставляли диски просто. Ну вот она как бы все это пережила и, как так сказать, служила верой и правдой. Третьим и последним моим автомобилем в Китае был Volkswagen Golf GTI. Если я не ошибаюсь, то 6-го поколения, я ее купил тоже новым. И после Одиссея это был просто комок адреналина. И это была непобедимая машина в провинции Гуандун на всех скоростных, нескоростных. Из-за того, что у него была короткая база, я соревновался и гонялся вот со всеми, кем мне не попадя. Люди, которые были на более мощных автомобилях, на более быстрых автомобилях, я понял, что как бы им уже страшно. Когда мне тоже было страшно, но я как бы держался. Вот. И я отъездил на этом гольфе чуть больше года и переехал в Гонконг, отдав эту машину своему другу Лехе, который тогда жил в Шэньчжэне. И прям, когда скучал по автомобилю, звонил ему, спрашивал: Леха, как же там мой гольфик-то? А Леха, нужно сказать, что он как бы был гонщик, я думаю, что намного быстрее, чем я. Он участвовал в российском чемпионате «Лада», занимал там хорошие места, ну и как бы он хранил эту машину в должном состоянии и как бы наводил шорох на районе. Первая моя машина в Гонконге была Nissan Skyline в 35-м кузове, ну не тот, который R35, а просто Skyline 35. Четырехдверный с двигателем 2.5 на автомате и с задним приводом. Это была первая моя машина с задним приводом, которая меня дико пугала, дико не нравилась и дико бесила. Но при этом у меня тогда не было денег на нормальную резину, и я как бы пугал всех своих друзей и самого себя, когда заезжал на беспредельной скорости в повороты. Следующим моим автомобилем была Audi A5 Cabriolet. Это была машина, купленная за $90 тысяч. И это был дикий кайф. Все, у кого не было кабриолета, ребят, рекомендую вам однажды в жизни купить себе кабриолет и покататься на кабриолете. Аренда кабриолета – это другое. Вот когда у тебя есть этот кабрик, да, на котором ты выезжаешь в любую погоду и не боишься плохой погоды, открыв крышу, прям чувствуешь свободу и кайф. Я проездил на этой Audi 4 или 5 лет, и после слов механика, типа, чувак, в Гонконге эта машина долго больше не протянет, продавай ее, я ее продал за $15 тысяч американских долларов. Что мне запомнилось про кабриолет Audi, это у них отвратительная крыша, отвратительные материалы или проектирование крыши, которая внутри отслаивается. То есть были моменты, когда вот я еду, да, а у меня вот так вот, закрывая вот так вот вид, висела ткань, которая сверху отклеивалась, и, в общем, кому я только не заезжал, никто не мог ее починить. В итоге делом занялась моя мама, которая сделала там специальные такие как крючочки, да, и соединила эту крышу воедино. Ну, в общем, отец и моя мама, они починили эту машину. Никакие другие механики в Гонконге этого сделать не смогли. В общем, респектос и уважуха моим родителям. Молодцы. Следующим после Audi автомобилем у меня был Toyota Alphard. Огромный, фешенебельный, крутой, понтовый, комфортный автомобиль с ужасным звуком, потому что динамик задний, вернее, сабвуфер был встроен в крышку багажника, и эта крышка вот мерзко трещала, когда наваливаешь бас. Мы же любим наваливать бас. Когда я обратился в Toyota, они взяли и аппаратно уменьшили мощность сабвуфера. В чем как бы им не респектос, не уважуха, и вообще как бы Toyota могли бы сделать нормальный звук в Альфарде. В остальном это была идеальная машина, которая при своих габаритах, да, рулилась очень даже неплохо. Ну и двигатель там был 3.5 V6, что впрочем как бы неплохо для такой машины. А машину я это продал, потому что понял, что наступают не очень хорошие времена и не хотелось платить по кредиту. Она, естественно, была в лизинге. В Гонконге все покупают новые машины, ездят на них как бы и радуются. Следующий автомобиль, который я очень запомнил, который до сих пор прям вот вспоминаю с добрыми словами, это Honda Accord CL7 Euro R.
Те ощущения, которые дарил этот автомобиль, это было что-то неописуемое. То есть у нее была длинная база, многие из вас говорили, что она плоха для быстрых поворотов, но для меня она была супер понятная, супер контролируемая и супер легкое управление машиной. Я вот до сих пор даже немножко жалею, что я ее продал. Но по итогу чувак, который после меня ее купил, попал в какие-то дикие деньги, потому что мое вождение эту машину доконало и, в общем, сделало из нее не очень хороший автомобиль после полугода. У меня также была Toyota Sierra. Тачка, которая предназначена для людей не ростом 1,93 м, как у меня. Тачка, которая должна быть с кондиционером. И тачка, я надеюсь, единственная тачка, у которой стуканул двигатель. В общем, Toyota Sierra не рекомендую никому покупать вообще, в принципе, никогда. У меня была Honda Integra DC2. В том состоянии, в том тюнинге, который она была, она, в общем, не прижилась у меня. И когда-нибудь я, наверное, куплю себе ее в полном стоке, потому что это легендарный автомобиль и автомобиль, который супер круто и супер понятно рулится. Также у меня когда-то была Toyota Race, другое название Toyota Mark X, заднеприводная с двигателем 2.5, супер комфортабельная, такая прям классная корабль. Я на ней ездил очень много по Китаю. До сих пор вспоминаю ее как очень понтовую, классную и удобную тачку. Также у меня было еще две Honda. Одна Stepwagon и одна Honda Freed. Такие маленькие, суперкомпактные, семиместные автомобили. Но про них ничего не могу сказать, кроме того, что это суперудобные автомобили либо для семьи, либо для работы такого маленькой транспортной компании, которая никогда не подводит и как бы отрабатывает свои деньги на 100%. Теперь я расскажу о тех машинах, которые принадлежали либо моей семье, либо моим близким друзьям, на которых я проездил достаточно много. Начну я, конечно же, с Теслы. Один из моих друзей купил Tesla Model S P85+. Это говорит о том, что это задний привод и практически 600 лошадиных сил. И для машины весом 2,5 тонны это хорошие характеристики. Машина была новой. И когда я вот только начинал ездить на ней по Гонконгу, это был дикий кайф, потому что все на нее смотрели, все прям говорили: «О, Тесла, вау!». А друг мой, он часто летал в командировке, и оставляя машину в аэропорту, у меня был второй ключ, я приезжал в аэропорт, забирал его машину, катался, на ней несколько дней заряжал, оставлял ему в аэропорту обратно, он прилетал, забирал машину заряженную, и как бы все были довольны и счастливы. Проехал я на ней в общей сложности тысяч, наверное, 10, может быть, 20 километров. У меня был один случай с ней, когда я понял, что Тесла — это не спорткар, не гиперкар и не тачка для отжига. У нее хорошая динамика разгонная, но ужасная тормозная динамика. Почему? Потому что она весит много. Вот, поэтому, заезжая в слепой поворот на скорости 100, может быть, 120 км в час, я прям вот так заехал за поворотик и увидел там пробку. Нажал на педаль тормоза, толку не было. В итоге я по встречке там проехал, не знаю, сигналя, не сигналя, вклинился куда-то, и, в общем, был дикий ужас. После этого я на Тесле не отжигал нигде, кроме скоростных, правильно. Следующим моим электрокаром был Nissan ENV 200. До сих пор на нем ездит мой отец. Это большая головная боль, и после нового Nissan ENV 200 я ненавижу компанию Nissan. В чем прикол? Это семиместный автомобиль, который мы купили для того, чтобы развозить товар. Вот, с офиса на склад, со склада на офис, ну и так далее. И идея была в том, что электричество стоит дешево, и это как бы супербюджетная модель. Экономичная, ну и как бы правильная. Проблема началась через год эксплуатации, когда дальность хода упала со 180 обещанных километров до сначала 120, потом до 100, потом до 90, а в итоге снизилась до 60 километров. Мы отвезли машину по итогу в сервис-центр Nissan и сказали: ребятки, вот пока она не будет ездить 120, мы ее не заберем. Машина простояла там 1,5 года. Раз в неделю я туда приезжал, ругался с Nissan,
писал письма и так далее, и тому подобное. В итоге батарейку заменили. Сейчас она проезжает свои 100 плюс-минус километров, но инженерно это ужасный автомобиль. И если вы решите покупать Nissan ENV 200, подумайте дважды. И если там батарейка 20 киловатт или 30 киловатт, не покупайте эту машину. Следующим автомобилем, который вот, я помню очень хорошо, это была Honda Element, сделанная в Америке, проданная в Гонконге с правым рулем для японского рынка. У меня таких машин были две, вернее, они были у жены, у моей. Это был идеальный автомобиль, машина сделанная для серферов и для семьи. Когда вы выезжаете на пляж, забиваете машину песком, всякой грязью, потом раз в неделю все вытаскиваете, так вот со шланга вымываете, это было супер удобно, супер классно. Но эта машина была для нашей семьи дико неудобной и несчастной. Потому что первую из этих машин разбила наша соседка. Беременная женщина просто вот взяла ключи там куда-то поехать, там буквально в магазин за покупками, села за руль, у нее застрял сланец, она нажала газ в пол и снесла там пару машин и огромный камень. Восстановить эту машину оказалось невозможно. Мы купили точно такую же, вернее, муж соседка купил точно такую же бэушную машину, и через буквально полгода, может быть год, в эту же машину въехал какой-то сумасшедший чувак, наш сосед какой-то, я его не знаю, да, и снес там всю заднюю часть. Все живы, все нормально, все хорошо, но машина отправилась под списание, а мы решили купить Suzuki Hustler. И вот на сегодняшний день Suzuki Hustler – это самая надежная машина в моей семье, потому что с ней ничего не происходит, ее редко нужно возить на сервис, она потребляет мало бензина, там маленький бак, и на свои 600 кубов турбину и какой-то там хитрый аккумулятор, полугибрид, она отрабатывает каждую копеечку, заплаченную за нее. Конечно же, Audi RS6. Это тачка, которую я купил изначально для того, чтобы гонять, а сейчас я делаю из нее автомобиль, на котором я буду ездить долго, для души и на длинные расстояния. Где ты нашел длинные расстояния в Гонконге, спросите вы, а нашел я их в Китае. План такой, чтобы сделать на нее номера китайские и ездить на ней в Китай. На этом все. А вам предлагаю насладиться управлением автомобилем одного чувака, которого все мы хорошо знаем. Пока. Got the